Глава 1056. Пространственное разрушение. Услышав вопрос мастера Хейда, Лин Нинпин с нерешительным выражением взглянула на духовного павлина и Ханьли. В этот момент над головой павлина вспыхнул белый свет, и появилось лицо великого бессмертного Сюэ. Даосист Цзы Чжи и мастер Хейда удивились при виде этого. Бессмертный Сюй криво улыбнулся: «Нет необходимости искать меня. Мое тело было уничтожено, поэтому моя зарождающаяся душа проживает в моей птице». Мастер Хейда побледнел и встревоженно спросил: «Как это случилось? Неужели древний демонический предок уже сбежал?» Выражение лица великого бессмертного Сюя стало мрачным. «Кажется, ты уже знаешь об этом демоне». Мастер Хейда усмехнулся и попытался убедить его: «Господин даосист Сюй, не пойми меня неправильно. Я узнал об этом совсем недавно. Мой мастер прислал мне информацию о том, что здесь происходит. Этот вопрос настолько важен, что я надеялся, что ты расскажешь мне об этом поподробнее». Великий бессмертный Сюй сомневался в его словах, но, поскольку он превратился в зарождающуюся душу, он не мог его допрашивать. Вместо этого он вздохнул и сказал: «Демонический предок сбежал из своей тюрьмы, но мое тело не было уничтожено ни им. Мы попали в засаду древнего трупа Сюна из долины Тысячи демонов». Мастер Хейда моргнул и сказал: «Долина Тысячи демонов? Это невозможно. Я все это время охранял вход в гору. Как мог старый труп Сюна мог проскользнуть? Наверно, он вошел до нас». «Верно. Он не только вошел перед нами, но и использовал какую-то технику, чтобы замаскировать трупную цици в своем теле и притвориться культиватором». Бессмертный Сюй до сих чувствовал сильную душевную боль, так сильно пострадавшую от силы кровавого клинка. Даосист Цзы Чжи нахмурился. «Тогда результат неудивителен, если учесть, что труп Сюн устроил тебе засаду. Похоже, он использовал странное сокровище, которое долина Тысячи демонов называет жемчужина чарующей формы. Говорят, когда жемчужина поглощена, можно не только изменить свой внешний вид по своему желанию, но и скрыть демоническую, трупную или любую другую странную ауру. Обычные культиваторы не могут видеть сквозь эту технику. Сомневаюсь, что даже мое зеркало чистого звука смогло бы увидеть сквозь нее». Внезапно что-то вспыхнуло в голове мастера Хейда, и он сказал: «Теперь, когда ты упомянул об этом, я вспомнил, как слышал, что после того, как кто-то проглотил жемчужину, его магическая сила значительно уменьшалась, чтобы жемчужина сработала. Когда труп Сюн устроил засаду, его истинная внешность открылась. Господа, вы правы. Труп Сюн действительно появился в своей истинной форме, когда устроил мне засаду», — с обиженным выражением на лице сказал бессмертный Сюй. Даосист Цзы Чжи, ученый средних лет, взглянул на духовного павлина и сказал с улыбкой на лице: «Тебе повезло, что твоя зарождающаяся душа смогла избежать атак трупа Сюна. Кроме того, ты еще не полностью овладел другим телом. Если ты найдешь подходящую замену, ты сможешь восстановить уровень своей культивации уже через 100 лет уединения». Бессмертный Сю вдохнул. «Брат Цзы Чжи довольно мудрый. Хотя я временно присоединился к духовному павлину, но лучше, конечно, найти подходящее тело, как только будет такая возможность». Даосист Цзы Чжи больше ничего не сказал и посмотрел на Гуйлин со странным выражением лица. «Этот господин даосист мне не знаком. Не могли бы вы назвать мне свое имя?» Мастер Хейда тоже внимательно уставился на рогатую женщину. В конце концов, Гуйлин был не в состоянии скрыть свою идентичность демонического зверя 10-го ранга перед лицом этих двух одинаково сильных великих культиватора. Гуйлин оставалась спокойной, а Ханьли улыбнулся и сказал: «Это госпожа Гуйлин, а я Ханьли. Мы попали на эту гору, случайно активировав транспортную формацию». Мастер Хейда был удивлен, что Ханьли говорил от имени рогатой женщины, и начал смотреть на него с большим уважением. Он улыбнулся и ответил: «Это довольно необычно. Не могли бы вы сказать мне, из какой секты вы пришли, господин даосист Хань? Кажется, мы до сих пор не встречались». Хотя это была первая встреча Ханьли с мастером Хейда, он мог догадаться, что он был старейшиной одной из 10 великих сект. Поэтому он вежливо ответил: «Я всего лишь бродячий культиватор. Вполне естественно, что вы не знаете меня. Но поскольку вы находитесь здесь вместе с даосистом Цзы Чжи из секты Небесного Дьявола, этот вопрос должен иметь серьезное значение. Могу я смело спросить, как вы попали на 8-й этаж пагоды? Транспортная формация по какой-то причине не активировалась». Мастер Хейда случайно ответил: «Я был довольно небрежен и забыл представиться. Я Хейда секты высшего процветания. Что касается того, как мы вошли, нам не нужно было использовать транспортную формацию. Мы использовали талисман разрушителя миров секты высшего процветания и вошли силой, пробив стены 8-го этажа». Ханьли с сомнением сказал: «Талисман разрушителя миров.
разве этого достаточно, чтобы прорваться? Мы это сделали не одним талисманом, а вместе с особой секретной техникой и небесным мечом. Но я не думал, что мы попадем в ловушку запечатанного пространства сразу, как только войдем. Сказав это, мастер Хейда огляделся и щелкнул языком. Лин Инпин вздохнула с восхищением. Я давно наслышана о великой репутации как талисмана-разрушителя миров секты высшего процветания, так и небесного меча. То, что нам удалось с большим трудом, вы сделали с легкостью. Неудивительно, почему ваши секты являются одними из величайших из сект праведного и дьявольского да в Великом Цзине. Мастер Хейда покрутил бороду и вежливо ответил: «Фея Лин нам льстит. Сила сокровищ вашего храма отнюдь не меньше. Так уж сложилось, что у нас не было больше подходящих методов, чтобы прорваться сквозь пространство». Она невольно улыбнулась перед лицом его скромных замечаний. В храме Бесконечного Неба было примерно столько же высокоранговых культиваторов, сколько у них двоих, но они не могли сравниться с точки зрения сокровищ. У двух секты было наследие из самых древних времен. Затем даосист Цзы Чжи удивленно оглянулся и спросил: «А где этот старый дьявол Цань?» Мастер Хейда говорил, что он тоже вошел в эту гору раньше нас. Когда бессмертные Сюй и Лин Инпин услышали это, они невольно взглянули на Ханли. Ранее леди Му упоминала, что старый дьявол Цань и Ханли сражались. Изначально они не верили, что Ханли мог его убить, но, увидев его нынешние способности, у них закрались подозрения. Мастер Хейда и даосист Цзы Чжи при виде их странных действий переглянулись между собой и с удивлением взглянули на Ханли. Ханли внутренне вздохнул, но, сохраняя спокойствие, сказал: «Мы с господином даосистом Цанем разошлись, покинув зал Куню. Вероятно, он ищет сокровища в другом месте. Я также не знаю, где находятся другие старейшины секты рассеивающейся инь». Бессмертный Сюй сурово сказал: «Господину даосисту Ханю не нужно размышлять о господине даосисте Ге и других. По дороге они попали в засаду великого старейшины клана Е и погибли. Даже их зарождающихся душ не осталось». «Вот как?» — сказал Ханли с пониманием. Мастер Хейда внезапно что-то понял, странно посмотрел на Ханли и сказал: «Судя по количеству погибших, гора Куню действительно опасна». Даосист Цзы Чжи удивленно взглянули на развалины дворца вдали и торжественно сказали: «Хорошо, что старейшины секты рассеивающиеся и не ушли. Это спасло нас от неприятностей. А теперь, господа даосисты, пожалуйста, расскажите нам о древнем демоническом предке». «Да, мы с удовольствием послушаем об этом. Мы от вас ничего не будем скрывать. Мы пришли сюда именно за этим. Поскольку этот вопрос касается стабильности всего мира культивации, я надеюсь, что вы присоединитесь к нам». Мастер Хейда улыбнулся Ханли и остальным. Бессмертные Сюй и Лин Инпин сразу не ответили, а лишь изменились в лицах. Теперь, когда на них наложили ограничения, они не смели говорить небрежно, не зная, что планировал Ханли. Гуйлин с самого начала не разговаривала. Ханли продолжал казаться спокойным и собранным и гордо взглянул на двух великих культиваторов. Мастер Хейда и даосист Цзы Чжи удивленно переглянулись между собой. Было ясно, что Ханли держал в страхе бессмертного Сюя и Лин Инпин. «Поскольку вы хотите знать о демоническом предке, я объясню», — равнодушно сказал Ханли. «Хорошо, в таком случае». Когда мастер Хейда сказал это, в стороне дворца раздался мощный взрыв, за которым последовала дюжина столбов белого света. Все пространство вокруг них дико сотрясалось, и раздался громкий и пронзительный крик. Земля медленно раскололась, излучая белый свет и искажая само пространство. Вот дерьмо. Демонический предок начал растворять печать на 9-м этаже. Кто бы мог подумать, что она смогла достаточно окрепнуть за столь короткое время? В ужасе закричал даосист Цзы Чжи. Печать на 9-м этаже. Услышав это, Ханли увидел, что пространство вокруг них начинает разрушаться. Недолго думая, он активировал свой щит звездной эссенции и окутал себя барьером серебряного света. Прежде чем он смог сделать что-либо еще, столбы света внезапно рассеялись и стали черными. Затем они увеличились в размерах и стали искажать пространство, разрывая его, где бы черный столб света не проходил, создавая столкновение белого и черного света. Пространственные щели. Ханли больше не мог сохранять спокойную внешность. Недолго думая, он вызвал огненно-красный талисман в свою руку и хлопнул им по своему телу, вызвав багрового водяного дракона, который вскоре исчез. В мгновение Акханли превратился в наполовину человека, наполовину дракона. Внезапно перед ними появилась черная расщелина, и Лин Инпин невольно вскрикнула. Взглянув в эту черную расщелину, Ханли почувствовал бездонную пропасть, неиссякаемая тьма, которая поглощала всякого, кто попадал туда.
Глава 1057, 9 этаж. Испытав, каково это быть поглощенным пространственной щелью, Хань Ли очень боялся их, но все же сумел собрать себя в руки. С силой талисмана духовного подчинения его магическая сила была доведена до пика средней стадии зарождающейся души, а его щит звездной эссенции засверкал ослепительно ярким светом, когда Хань Ли влил в него вновь обретенную силу. Он с тревогой подумал: если не подходить близко к такой большой пространственной щели, я должен быть в безопасности. Когда пространственная щель окутала его, он почувствовал, как тьма объяла его, и у него внезапно закружилась голова. Затем свет осветил его, и он оказался в новом пространстве. К счастью, Хань Ли уже сталкивался с этим и мгновенно пришел в себя, поспешно глядевшись по сторонам. 9 этаж. Выдохнул он. Он явно находился в изолированном почти пустом пространстве длиной в пару километров. Он был окружен губительным желтым туманом, который неоднократно освещался и затемнялся. Было неизвестно, насколько широко он простирался. Под ним стоял огромный алтарь высотой в сотни метров, но он был довольно узким, и его окружали ступени со всех сторон. Он был сделан из эфирного нефрита, демонстрируя свое величие. Вокруг алтаря были установлены огромные каменные столбы, образовывающие гигантская формация заклинаний. Они сияли ярким светом, словно формация была активной. На самом верху алтаря лежал гигантский двуглавый волк с несколькими силуэтами. Непрерывное сражение продолжалось, и черная голова волка выдула бесконечный поток угольно-черной ци. Эти силуэты, должно быть, были культиваторами и демонами с 8-го этажа. Лун Мэн, все еще владеющая телом Хуатинь Ци, взмахнула руками в воздухе, создав две гигантские белые руки, разбивая черную ци. Великий старейшина кланов Е, Труп Сюн, серебрянокрылый ночной демон и другие держались поодаль, стараясь не попасть под раздачу. Среди них отсутствовал только эксцентрик с большой головой. Но больше всего Хань Ли поразило то, что младшая старейшина секты бессмертной формы стояла рядом с волком. В этот момент ее глаза были безжизненными, и черная ци поглотила ее лицо. Она управляла сверкающей серебряной колесницей и боролась с разъяренной леди Му. Другие также использовали различные методы, чтобы атаковать огромного волка со всей силой, которую могли собрать. Кроме того, по поверхности огромного волка катились желтые ветры, в которых скрывался черный водяной дракон. Он извергал черные потоки, блокируя огромный серебряный лотос и 8 миражей демонических зверей. Серебряный лотос неподвижно парил в воздухе, ярко сверкая, и создавал бесконечный поток древних талисманных символов размером с ладонь по всей своей поверхности. Когда ветры столкнулись с ним, раздался яростный взрыв, и черный ветер рассеялся. Это был флаг черного ветра и кипригель 8 духов. Хань Ли был удивлен появлением двух старейшин секты бессмертной формы. Ранее Гуй Лин сообщала, что они поместили какую-то ограничительную формацию и что-то замышляли. Если бы они не спешили к черной транспортной формации, он бы украдкой наблюдал за ними. В любом случае оказалось, что одна из женщин поддалась влиянию высшего демона. Но что особенно удивило Хань Ли, так это то, что огромный волк все еще имел преимущество, несмотря на то, что сражался со столькими высокоранговыми противниками. Более того, она оттесняла нападавших. Черная ци, которую выпустил огромный волк, была плотной, как масло. Помимо кровавого клинка трупа Сюна, дико атаковавшим по ней, остальные держали себя и свои сокровища на достаточном расстоянии, не осмеливаясь прикасаться к черной ци. Они использовали только дальние атаки, чтобы нанести удар по любому из приближающихся питонов черной ци. Если бы Лун Мэн и Труп Сюн не взяли на себя большинство атак огромного волка или кипригеля 8 духов в форме лотоса, занимая внимание волка, все остальные были бы уничтожены. Серебрянокрылый ночной демон выпустил свои призрачные демонические нити, а львиный ястреб использовал свои золотые ударные волны, но, похоже, не оказывали никакого влияния и на черную дьявольскую ци. Взглянув на это, Хань Ли заметил нечто странное в битве. Двуглавый волк не покидал алтарь, продолжая сражаться на нем, словно охраняя его вершину. Затем Хань Ли издали услышал яростный голос. «Вот чёрт! Как высший демон получил магический инструмент, чтобы открыть печать?» Хань Ли повернулся и посмотрел в ту сторону, откуда раздавался голос. Это был мастер Хэй Да, стоявший в 60 метрах от него. Даосист Цзы Чжи Цзы стоял рядом с ним с мрачным выражением на лице. Затем Хань Ли обнаружил, что все остальные появились в пространстве 9-го этажа, и никто из них не пострадал. Появление пространственной щели не было случайностью. Вероятно, это было вызвано активированным ограничением, телепортирующим всех на 8-м этаже сюда. Однако на Лин Иньпин не было лица. Казалось, это происшествие ужаснуло ее. Затем Хань Ли посмотрел в том же направлении, что мастер Хэй Да и даосист Цзы Чжи Цзы, в направлении алтаря. После тщательного изучения Хань Ли вскрикнул от удивления. За алтарем он увидел две огромные каменные таблички высотой 10 метров.
Они выглядели совсем непримечательно. Увидев это, на его лице мелькнуло удивление, а в его голове всплыло название гибкого духовного нефрита. Этот нефрит такой же, как каменная табличка, которую он видел в глубине дьявольского водоворота Ци в небесном южном регионе. Однако каменная табличка, которую он видел в прошлом, была разбита вдребезги. Эти две все еще не были повреждены, и у одной из них была встроена блокирующая темно-зеленая печать, заставляющая дрожать и сиять слабым черным светом каменный столб. Ханьли изменился в лице, обнаружив, что свет столба вызывает реакцию в ограничительной формации, окружающий алтарь, показывая, что столб был центральной частью формации. Чем дольше он смотрел, тем более обеспокоенными становились его мысли. Леди Му, увидев прибытие других, радостно закричала: «Мастер Хейда, брат Цзы-Чжи-Цзы, вы пришли как раз вовремя». Демонический предок в настоящее время использует алтарь, чтобы снять ограничения. Хотя я не знаю, как это работает, наши дела определенно плохи. Мы снова встретились. Господин даосист Хейда, давай как можно скорее начнем действовать, или мы серьезно пострадаем. Даосист Цзы-Чжи-Цзы изменился в лице и сразу взмахнул рукавом. Внезапно из его рукава вспыхнул разноцветный свет, и 7 сокровищ вылетели в направлении огромного волка с невероятной силой. Именно благодаря этим сокровищам он получил имя 7 чудес Цзы-Чжи-Цзы. Мастер Хейда вздохнул и поспешно вынул золотой клинок из ножен. Изначально клинок казался тусклым, но когда старый даосист плюнул на него кровавым туманом, клинок пробудился. Из меча раздался крик небесного дракона, и он засветился ослепительным светом. Старый даосист сделал жест заклинания руками и торжественно указал на клинок, взмахнув рукой вниз. Огромная полоса света гигантского клинка длиной 30 метров внезапно вырвалась из древнего оружия и загремела так, словно это было послание с небес. Прежде чем ци клинка приземлилась, раздался удар грома. Ци клинка вытянулась в длинную белую линию, словно разрубая сам воздух на 2 части. Но когда это случилось, демонический предок Юань Ча уже обратил внимание на вновь прибывших. Его глаза вспыхнули ярким светом, а его тело задрожало. Черная ци, которая окружала алтарь, быстро окружила его и вошла в его тело, мгновенно исчезнув. Мгновение спустя волк открыл пасть и выпустил плотную волну черной ци навстречу атаке. «Будьте осторожны, дьявольская ци чрезвычайно сильна», — воскликнула леди Му. «Вы не можете позволить ей напрямую испортить ваши сокровища, иначе они тут же потеряют всю свою силу». В этот момент 7 ослепительных огней и гигантская полоска клинка столкнулись с дьявольской ци. Услышав ее, даосист Цзы-Чжи-Цзы изменился в лице и сразу же потянулся к своим сокровищам. Его 7 световых лучей остановились, столкнувшись с дьявольской ци. Они быстро соединились и выпустили дымку разноцветного света, прежде чем продолжить свое продвижение. Огромная полоска ци клинка первой пробила дьявольскую ци. В тот момент, когда свет клинка и черная ци переплелись, раздался мощный взрыв. Бесчисленные желтые полосы вырвались из черной ци, оставляя большое количество дыр. Вскоре после того, как туман света, созданный сокровищами даосиста Цзы-Чжи-Цзы, уничтожил оставшуюся дьявольскую ци, 2 атаки продолжили атаковать огромного волка внизу. Снизу послышалось несколько вздохов, и волк выпустил потоков черной ци в ответ. Внезапно новая ци взорвалась и полностью окутала обе их атаки. Они засверкали тусклым светом и сразу исчезли. Сердце старого даосиста дрогнуло при виде этого, и он поспешно сделал еще один жест заклинания, послав приказ ци клинка, но тот не реагировал и исчез мгновение спустя, к удивлению старика. Разобравшись с их атаками, черная ци прошла вперед, безумно бросившись к ним, демонстрируя удивительный импульс. Огромная сила и масштаб нападения должны были неизбежно поглотить и Ханьли, и других, находящихся поблизости. Даосист Цзы-Чжи-Цзы понял, что их дела плохи, и попытался призвать свои сокровища. Мастер Хейда взмахнул древним клинком в руке, создавая завесу желтого света, чтобы временно защитить их от дьявольской ци, несущейся к ним. Старый даосист сразу же повернулся к ученому и серьезно сказал: «Брат Цзы-Чжи-Цзы, кажется, что наши обычные сокровища не могут справиться с этим демоном. Быстро используйте другие. Мы не можем позволить печати открыться, я защищу тебя. Тогда мне придется побеспокоить тебя». Без колебаний Цзы-Чжи-Цзы кивнул и хлопнул по сумке. Во вспышке белого света в его руке появилось несколько изумрудно-зеленых кулиц размером с ладонь. Тем временем Ханьли выпустил несколько десятков золотых летающих мечей. Прежде чем дьявольская ци приблизилась к ним, дико вспыхнула золотая молния с раскатом грома, рассеяв ее полностью. Глава 1058. Демоническое ограничение.
Гуйлин схватилась за огромный серебряный топор в руке и вызвала из него призрачного тигра. Появившись, зверь выпустил из пасти желтый туман, насильственно блокируя дальнейшее приближение черной Ци. И Лин Ниньпин, и духовный павлин, одержимый великим бессмертным Сюй, были покрыты радужным светом в попытке защитить себя. Осмотревшись, Хань Ли нахмурился, а затем перевел взгляд на Кипригеля 8 духов и флаг черного ветра. Из этих двух сокровищ у одного не было хозяина, а другое испорчено, но ни одно из них не раскрывало их истинную силу. Однако черные ветра, бушующие вокруг черного дракона, и серебряные талисманные иероглифы на лотосе, казалось, были равны по силе. Произошедшее ослепительное столкновение высоко над культиваторами было невозможно не заметить. Однако никто не мог претендовать на сокровища, поскольку все были заняты битвой. Хань Ли знал, что он не может сравниться со способностями демонического предка, и планировал сбежать, но куда он мог сбежать в этом запечатанном пространстве? Таким образом, ему не оставалось ничего другого, кроме как подготовиться к тому, что должно было случиться, и сделать все возможное, чтобы избежать битвы. Хотя его божественная дьявольская молния оказалась гораздо эффективнее в борьбе с демонической Ци, чем он предполагал, он не осмеливался броситься в драку. Для него гораздо лучше было защитить себя и посмотреть, как все сложится дальше. Если демонический предок обратит внимание на его особый набор способностей и решит напасть прямо на него, он определенно не сможет уничтожить его одним ударом. Кроме того, его не волновало, что случится с Великим Цинем, если демонический предок сбежит. Он не собирался жертвовать собой ради них. Таким образом, он украдкой высвободил свое духовное чутье в направлении алтаря. Внезапно оно было оттолкнуто странным ограничением, и Хань Ли был застигнут врасплох. Он внутренне вздохнул и неосознанно повернул свое духовное чутье в другое место и обнаружил нечто, что заставило его задуматься. В 300 метрах вглубь он почувствовал огромную золотую сферу размером с фут золотых жуков, которых он ранее выпустил. Как и культиваторы и демоны, эти насекомые тоже были телепортированы сюда вместе с ними. Когда он ранее выпустил их, он заставил их обыскать стены 8-го этажа в поисках слабых мест, которые он мог бы использовать, но поскольку он оказался в запечатанном месте, созданном флагом черного ветра, он потерял связь с ними. Поскольку они были под землей, когда телепортировались, другие не заметили их. Хань Ли посмотрел на огромные сверкающие каменные колонны, окружавшие алтарь. Его сердце дрогнуло, и, немного помешков, он отдал команду своим скрывающимся жукам. Золотая сфера света вспыхнула и рассеялась повсюду. Трупсюн и другие, находящиеся ближе к битве, время от времени наносили удары по огромным каменным столбам, пытаясь уничтожить формацию заклинаний, надеясь, что так выйдут из тупика. Но кроме кровавого клинка Трупасюна, другие атаки были неэффективны. Большие белые руки, что вызвало Лун Мэн, только трясли столбы. Каменные столбы были сделаны из неизвестного материала, который был чрезвычайно прочным. Конечно, если бы у Трупасюна или Лун Мэн было больше времени, они, вероятно, смогли бы их сломать. Пока прибывшие культиваторы думали об отступлении, волк выплюнул несколько потоков черной Ци в полную силу, безумно шагая к ним. Встревожившись, у них не было выбора, кроме как ответить с полной силой. Пока Хань Ли рассеянно разбирался с атакой, он начал искать способ сбежать. Пока мастер Хейда защищал даосиста Цзы Чжи Цзы, тот вызвал 5 изумрудных колец. Даосист Цзы произнес несколько заклинаний и щелкнул пальцами, ударяя заклинанием по каждому кольцу. Кольца тут же зазвенели прерывистым визгом и засверкали ярким светом. Заняв прибывших культиваторов большим количеством черной Ци, двуглавый волк снова перевел взгляд на Лун Мэн и Трупасюна. Демон впился в них взглядом, рассматривая их как своих настоящих врагов. Излишне говорить, что после того, как Юаньча и Лун Мэн провели много лет в объединенной душе, они узнали друг друга полностью. Таким образом, Юаньча держала Лун Мэн в страхе. Несмотря на скрытное появление Трупасюна, он был всего лишь пустяковым культиватором на поздней стадии зарождающейся души, но кровавый клинок в его руке было исключительно мощным. На него не только не производило никакого эффекта демоническая Ци, но и сам клинок, казалось, мог ее сдерживать. Если бы не огромная разница в силе между ними, вероятно, Трупсюн мог бы сам преодолеть огромную демоническую Ци. По правде говоря, если бы Юаньча не рискнула устроить засаду на молодую старейшину секты бессмертной формы с помощью чарующей техники на последнем этаже, она не смогла бы получить талисман призыва дракона, чтобы добраться сюда. Она не смогла бы покинуть пагоду подавления демона, прежде чем ее демоническая Ци закончилась. На данный момент печать на алтаре уже начала открываться. Пока она здесь, алтарь мог предоставить ей бесконечный источник демонической Ци. Даже столкнувшись с множеством культиваторов, она одерживала верх над ними и чувствовала, как ее истощенная демоническая сущность медленно восстанавливается.
В результате демон решил не рисковать, а снять печать медленными и методичными темпами. Однако вокруг нее внезапно засветился зеленый свет с огромной силой, отчего волк почувствовал нечто ужасающе знакомое. Она подняла голову и удивленно закричала: «Сеть ограничения демонов!». В глазах волка при виде 5 колец появился след страха. Волк взревел, выпуская удивительное давление. Черный свет засверкал у нее из пасти, словно готовя атаку. Однако даосист Цзы уже закончил активацию техники, указал на одно из колец перед ним и с серьезным лицом произнес: «Захват». Изумрудное кольцо тут же вспыхнуло ярким светом и исчезло. Через мгновение огромный волк вскрикнул, а рядом с ней появилась зеленая полоска, мгновенно обернувшаяся вокруг ее головы, трансформируясь в огромный ошейник. По его поверхности сразу же стали бродить талисманные иероглифы, а сам ошейник стал быстро уменьшаться. Демоническая ци, которую собирался выпустить демон, была принудительно сдержана, и волк издал крик боли. В панике волк ударил по ошейнику своими сверкающими когтями. Во вспышке зеленого света раздался приглушенный гул, оттолкнув когти. Кольцо сжалось сильнее, заставляя волка скулить так, словно ему было очень больно. Находившиеся рядом с алтарем при виде этого обрадовались и быстро начали атаковать с новой силой. Поскольку волк был захвачен, демоническая ци без хозяина сильно ослаблена, в результате чего культиваторы с легкостью рассеяли ее. Труп Сюн и Лун Мэн безумно устремились к центру. Серебрянокрылый ночной демон и львиный ястреб тоже хотели броситься вперед, но неожиданно они получили голосовые сообщения от трупа Сюна. Переглянувшись между собой, они метнулись к одной из каменных колонн, которые их окружали. С расстояния они начали выпускать потоки призрачных демонических нитей и золотых ударных волн, комбинируя атаку. Мастер Хейда и даосист Цзы обрадовались при виде того, что сокровища сработали, и старый даосист тут влил магическую силу в меч, атакуя демоническую ци перед собой. Огромный свет меча метнулся вперед, расчищая путь перед собой. В то же время даосист Цзы указал на оставшиеся 4 кольца, заставляя их мгновенно размываться и очутиться рядом с конечностями волка. 4 полоски свет ярко вспыхнули и с силой заставили волка свалиться с алтаря на землю. Ханьли при виде этого моргнул и внезапно вспомнил древнее сокровище, которое он приобрел в небесном зале в прошлом — элементные цепи. Помимо огромной разницы в силе, они работали по одному принципу. Вероятно, что элементные цепи были точной копией этих колец. В этот момент мастер Хейда яростно закричал: «Мастер Сюн, как ты смеешь?». Вскоре старый даосист махнул рукой. Ханьли обнаружил, что после того, как Лун Мэн и труп Сюн ворвались в черную ци, белая полоска и 2 большие зеленые руки устремились вверх в небо, пробираясь к измененным формам флага черного ветра и Кипригеля 8 духов. Леди Му все еще сражался со своей околдованной младшей старейшиной. Ханьли при виде этого поджал губы и нахмурился, решив пока оставаться на месте. Лин Иньпин и великий бессмертный Сюй рядом с ним помчались к 2 духовным сокровищам в небе. Гуйлин просто бросила взгляд на Ханьли и, немного поколебавшись, не стала присоединяться к драке. Духовный свет ярко вспыхнул в небе, сопровождаемый звуками непрекращающихся взрывов. Культиваторы и демоны, которые сражались вместе против высшего демона, теперь сражались за божественные духовные сокровища. Ханьли просто смотрел на алтарь и захваченного огромного волка. С угрюмым выражением он взмахнул рукавом, и раздался гул от призванных нескольких десятков маленьких золотых мечей. Глава 1059. Алый кричащий барабан. Выпуская летающие мечи, Ханьли мысленно заговорил с Серебряной Луной. Если я отрублю голову черного волка, демонический предок должен временно потерять контроль над телом, но это может привести к серьезным негативным последствиям. Разве Лун Мэн не поспешит взять контроль над телом первой? Серебряная Луна быстро объяснила, все эти ограничения демона в демонической ци запечатано, и ее душа не сможет покинуть голову. Пока душа отделена от тела, я уверена в своей способности восстановить контроль. Даже если появится Лун Мэн с ее более сильным духовным чутьем, она не сможет сражаться с вашими клинками, закаленным золотой эссенцией. Учитывая, что обычные сокровища не могут нанести вред телу Серебряной Луны, и ей придется бороться за контроль с демоном, она, скорее всего, не будет пытаться, потому что будет в невыгодном положении. Конечно, она и представить себе не может, что у мастера так много летающих мечей одного, иначе она бы не убежала сражаться за божественные духовные сокровища. Услышав ее, Ханьли глубоко вздохнул и решился на это. В конце концов, Серебряная Луна была его артефактным духом. Любая сила, которую она получит, напрямую будет принадлежать ему. Он быстро сделал жест заклинания руками и выпустил летающие мечи в воздух.
Затем они вспыхнули золотым светом и соединились между собой, образуя гигантский сверкающий золотой меч. По щелчку пальца грянул гром, и слой золотой молнии окутал меч. С конца меча вспыхнули серебряные нити, на мгновение превратившись в серебряную волчью голову. Как только серебряная луна завладела оружием, меч стал значительно сильнее, и она сможет напрямую войти в свое изначальное тело, как только демон будет обезглавлен. Огромный меч размылся, проникая сквозь демоническую ци, как вспышка молнии. Сыпля искры, он вскоре приблизился к алтарю и направился прямо к шее огромной черной головы волка. Удивительное появление золотого меча, естественно, привлекло внимание всех, кто сражался за два божественных духовных сокровища. Лун Мэн вдруг удивленно остановилась, а затем рассмеялась. Она не верила, что меч пустякового культиватора средней стадии зарождающейся души сможет повредить тело. Но все, кроме нее, были совершенно поражены, наблюдая за тем, что должно было вот-вот произойти. Когда огромный клинок с огромной силой обрушился на шею черной головы, волк внезапно вскочил и уклонился от атаки. Хань Ли и компания были совершенно ошеломлены. Она притворялась. Сеть ограничения демона на самом деле не схватили ее. Закричал мастер Хэй Да дрожащим голосом. Лицо даосиста Цзы стало мрачным, но он не собирался сдаваться. Сделав жест заклинания, он начал петь, пытаясь активировать ограничительную сеть. 5 колец снова ярко вспыхнули и начали сжиматься, но волк лишь злобно улыбнулся в ответ и без труда запрыгнул обратно на алтарь. Черно-белый свет засиял из центра волка и полностью окутал его световым пламенем, а затем полностью исчез внутри волка. В мгновение сверкающий серебряный мех волка потускнел, и его тело стало полностью черным, кроме серебряной головы волка. Демоническое тело. Когда она завершила трансформацию, Лун Мэн при виде этого побледнела, не веря своим глазам. В то же самое время волк поднял голову и выпустил из пасти поток черных волн, который сотряс воздух. Черные волны не издавали звука и выглядели изысканно, как цветок. 5 изумрудных колец на теле волка были окутаны этими волнами и вскоре рассыпались на куски, сверкая ярким светом. Когда атака золотого меча провалилась, он тут же развернулся и немедленно направился к хозяину. Волк холодно взвыл в ответ, сгущая рассеянную демоническую ци. Она тут же стала обвивать меч черными нитями. Хань Ли вскинул бровь и мгновенно сделал жест заклинания руками, приказав мечу выпустить почти половину его резервов божественной дьявольской молнии. Грянул гром, и из огромного меча вырвался шар золотой молнии, произведя сотрясающий мир взрыв. Бесчисленное количество дуг молнии хаотически вспыхнули в разные стороны, рассеивая демоническую ци, где бы она ни была, значительно ослабив большую часть атаки волка. Огромный меч использовал эту возможность, чтобы пробиться сквозь отверстие, созданное молнией, и мгновенно вернулся к Хань Ли. Откуда столько божественной дьявольской молнии в мире смертных? Огромный волк пристально взглянул на Хань Ли. Несмотря на безразличную внешность, Хань Ли почувствовал, как его сердце задрожало. Независимо от того, насколько мощными были черные ударные волны волка, они значительно замедлялись и исчезали, как только отдалялись от ее тела на 100 метров. В этот момент другие почувствовали, как холод пробежал у них по спине, чувствуя и облегчение, и трепет. Демонический предок действительно был хитрым. Он был в состоянии легко сломать сеть ограничения демона, но притворился захваченным, заставляя других начать сражаться за сокровища вместо того, чтобы сражаться с ним. Если бы не бессмысленный удар Хань Ли, нарушивший ее уловку, они бы сделали всю работу за нее, сражаясь за божественное духовное сокровище, пока не поубивали бы друг друга, позволяя ей лишь добить выживших. Остальные переглянулись между собой в замешательстве. Божественные духовные сокровища были бесценны, но сейчас было не время сражаться за них. В этот момент из глаз огромного волка вырвался холодный блеск, и она замахнулась своими когтями. 5 прозрачных полос от когтей разорвали воздух, а затем исчезли. Внезапно пространство сотряс жалкий женский крик. Встревожившись, остальные посмотрели на край демонической ци и увидели, как леди Му разлетелась в клочья от атаки полос когтей, а ее сокровища и защита оказали им ни малейшего сопротивления. Она была застигнута врасплох, поскольку была занята борьбой со своей заколдованной младшей старейшиной. Ее зарождающаяся душа немедленно появилась из останков ее трупа и посмотрела на золотую колесницу. Немного поколебавшись, она метнулась в направлении колесницы. Однако зарождающаяся душа тут же обнаружила, что ее побег заблокирован. Демоническая ци поблизости превратилась в большую черную руку и мгновенно метнулась в направлении зарождающейся души женщины. Женщина хотела использовать мгновенное перемещение, как огромный волк вдруг издал яростный вой. Пронзительный вой на мгновение заморозил магическую силу зарождающейся души, когда она пыталась сбежать таким образом.
черная рука схватила ее и немедленно втянула в демоническую ци. «Стой!» Мастер Хейда побледнел, увидев это, и тревожно вскрикнул. Он дико влил магическую силу в небесный меч и начал яростно рассекать им воздух. В одно мгновение небесный меч создал призрачные копии себя, превратив бесчисленные темно-желтые огни мечей в гору клинков. С поразительным давлением он летел вперед, пытаясь спасти жизнь леди Му изо всех сил. Другие были удивлены его действиями, но, тем не менее, были счастливы увидеть, что старик начал такую мощную атаку. Лун Мэн и Труп Сюн переглянулись между собой, а затем присоединились к атаке. Даосист Цзы нахмурился от внезапных действий мастера Хейда, но затем вспомнил слухи, касающиеся двух старейшин, и на его лице появилось странное выражение. Немного поколебавшись, он щелкнул рукой и вызвал барабан в полфутового размера. Барабан был алым и сиял лучами красного света, напоминавшими языки пламени из бушующего ада. Появившись, барабан мгновенно расширился до 100 метров, наполнив весь воздух палящим жаром, в результате чего и культиваторы, и демоны почувствовали, что вот-вот зажарятся заживо. Лин Иньпин при виде барабана невольно вскрикнула: «Алый кричащий барабан!». Великий бессмертный Сюй кружил над головой в теле павлина с удивленным выражением на лице. Хан Ли взглянул на него и почувствовал удивительную духовную силу огненного атрибута. Он оказался таким же мощным, как и его веер 3 огней. В шоке он мгновенно понял, что это копия божественного духовного сокровища. Даосист Цзы поднял барабан в своей руке и повернулся к Хан Ли с равнодушным выражением: «Господин Даосист Хань, твоя божественная дьявольская молния довольно эффективна против демонической ци. Давай атаковать вместе. Я буду использовать барабан, чтобы скрыть твои атаки». Хань Ли слегка прищурился от его предложения. Прежде чем он успел ответить, великая атака, которую только что выпустил мастер Хейда, соприкоснулась с пульсирующей демонической ци внизу. Мощный грохот сотряс воздух. Свет меча и демоническая ци столкнулись. Какое-то время они, казалось, оказались в тупике. Именно тогда в бой вступили большая белая рука Лун Мэн и кровавый клинок Трупа Сюна. Огромный волк с легкостью заблокировал эту атаку, выпустив лучи черного света из пасти. На это волк не остановился. Он внезапно поднял голову и выплюнул 2 черных сферы. Как только сферы коснулись земли, демоническая ци внезапно вышла из них, образовав 2 силуэта с орлиными крыльями. Эти 2 псевдодемона выглядели как молодой человек с крючковатым носом, у каждого в руках была большая черная сабля. Они расправили свои крылья и полетели прямо к серебряно-крылому ночному демону и львиному ястребу, которые уже почти разрушили один из каменных столбов формации. Прежде чем 2 псевдодемона приблизились к 2 демонам, они взмахнули своим оружием, запустив в них световые полоски мечей. Глава 1060. Совершенная демоническая ци. 2 демона были шокированы внезапной атакой псевдодемонов. Серебрянокрылый ночной демон размылся без колебаний и исчез из виду. Львиный ястреб также быстро повернулся и выпустил золотые ударные волны в одного из псевдодемонов, зловеще прорычав. Псевдодемон поднял свою большую саблю, блокируя атаку, но золотые звуковые волны полностью окутали его, измельчив обратно в ошметки черной ци. Другой псевдодемон взмахнул рукой, собираясь выпустить полоску клинка, как вдруг за ним появился ночной демон. Он щелкнул пальцами и выпустил поток серых призрачных демонических нитей, в результате чего псевдодемон покрылся дырами и рассеялся в виде тумана демонической ци. С такой легкостью уничтожив 2 псевдодемонов, серебрянокрылый ночной демон недоверчиво уставился на остатки демонической ци. Через мгновение черная ци перед ним сгустилась воедино, и во вспышке черного света псевдодемоны восстановили свою форму. Еще до того, как они полностью сформировались, один из псевдо-демонов бросился вперед с раскрытой пастью и выплюнул поток черной ци. Ночной демон нахмурился и взмахнул рукой, выпустив еще одну волну призрачных демонических нитей, чтобы заблокировать атаку. В момент столкновения атак другой псевдодемон превратился в 3-метрового ястреба и направился в сторону львиного ястреба. В воздухе мгновенно послышалось шуршание перьев и клокотание клювов, когда 2 птицы столкнулись в драке. У львиного ястреба было явное преимущество, но огромный черный ястреб быстро оправился бы от тяжелых травм. По его телу бродил черный свет, который, казалось, исцелял его, делая почти бессмертным. Ночной демон оказался в подобной ситуации. Независимо от того, сколько раз он атаковал псевдодемона своими призрачными демоническими нитями, он мгновенно восстанавливался. Было ясно, что эти 2 псевдодемона были неким воплощением Юаньча. Они бы умерли только в том случае, если бы их хозяин умер или исчерпал демоническую ци. Неужели демонический предок использовал эти воплощения только для того, чтобы помешать нам уничтожить каменный столб? Подумал ночной демон,
ясно, что эти двое не смогут победить нас. Хотя у двух псевдодемонов не было защиты, демоническая ци, которую они выплевывали, была такой же мощной, как у демонического предка. Оба демона были заняты уклонением от их атак. Благодаря тому времени, что выиграли псевдодемоны, поврежденная каменная колонна вскоре засверкала ярким светом, самовосстанавливаясь. Это сильно разозлило ночного демона. Когда Труп Сюн увидел, что с ними происходит, немного встревожился. Лун Мэн сконденсировала несколько больших белых рук из своего духовного чутья и использовала их, непрерывно атакуя демоническую ци под ними. Занимаясь этим, она послала Трупу Сюн передачу голоса «Не беспокойся». Эти воплощения — просто части ее души, сформированные из демонического искусства. Самое большое количество, что она может призвать, или она будет использовать их, чтобы разобраться с нами. Но такими темпами мы наверняка будем побеждены. Стоит сказать, что мое тело медленно оскверняется демонической ци. Хотя это изменение в настоящее время не является постоянным, оно произойдет после того, как оно поглотит достаточно чистого демонической ци из алтаря. В этот момент душа демона срастется с моим телом, и я больше не смогу его восстановить. Как только она полностью восстановит свои способности, мы будем полностью уничтожены. Я должна рискнуть. Что вы имеете в виду, мадам? С уважением спросил Труп Сюн. Я использую секретную технику, чтобы проникнуть в тело и сразиться с ней за контроль. Несмотря на то, что у меня не будет преимуществ против уже испорченного тела, я смогу временно заставить ее сидеть на месте. Таким образом, у тебя появится возможность прикончить ее, холодным тоном сказала Лун Мэн. Атакуя демоническую ци своим багровым светом, Труп Сюн нерешительно сказал: «Я понимаю, мадам. Но не слишком ли это опасно?» Поскольку алтарь уже распечатан, у нас нет другого выбора, раздраженно ответила Лун Мэн. Что именно запечатывает алтарь? Вы так боитесь этого? Неужели там более могущественные дьявольские артефакты, оставленные с древних времен? Было бы хорошо, будь это так. Даже если демону удалось получить власть таким образом, мы легко бы смогли сбежать от нее, а затем призвать других убить ее. Поскольку я когда-то была соединена с ней душами, у меня есть представление о том, что запечатано под алтарем. Скорее всего, это совершенная демоническая ци, которая была доставлена сюда из царства высших демонов. Совершенная демоническая ци. Крикнул Труп Сюн. Лун Мэн сказала серьезным тоном: это было еще до того, как ты воплотился в изысканный труп, но ты должен знать, насколько это ужасно. Эта ци полностью отличается от обычной демонической ци. Он не только может испортить духовные вены мира смертных, но и распространять скверну в воздухе таким образом, что простые люди и низкоранговые культиваторы постепенно превратятся в демонов. При наличии достаточного времени мир смертных станет копией царства высших демонов. Но я слышал, что в прошлом древняя демоническая ци была полностью очищена древними культиваторами. Неужели она все еще сохранилась внутри алтаря? Лун Мэн остановилась на мгновение и объяснила: совершенная демоническая ци — это накопленная демоническая эссенция из царства высших демонов. Хотя древние культиваторы смогли очистить обычную демоническую ци, как они могли что-то сделать с тем, что могло изменить даже природу духовной ци мира смертных? Только у царства духов есть метод, как растворить ее. До того, как я была запечатан, я слышал, как 3 мастера Кунью говорили о том, чтобы запечатать большую часть совершенной демонической ци и удерживать их в областях мира смертных с самой плотной духовной ци. Они использовали давление этих потоков, чтобы подавить ее. Услышав ее, Труп Сюн изменился в лице. Это, безусловно, имеет смысл. Гора Кунью является одной из самых известных духовных гор в истории. Использование горной вены для подавления демонической ци было разумным планом. Они, вероятно, надеялись, что постоянное воздействие чистой духовной ци будет медленно разрушать совершенную демоническую ци, но духовная ци горы была намного более разреженной, чем в прошлом. За миллионы лет демоническая ци до сих пор не исчезла. Если она высвободится сейчас, запечатать ее снова будет невозможно, не говоря уже о том, что демонического предка будет совершенно невозможно остановить после того, как она поглотит совершенную демоническую ци. Темный блеск вспыхнул в глазах Трупа Сюн, и он сказал: «Но даже если весь мир смертных осквернится, почему нас это должно волновать? В прошлом демоны и люди царства духов уже когда-то изгоняли высших демонов из этого мира. Здесь мы сделали все, что могли, разве не будет лучше, если мы...» Лун Мэн холодно улыбнулась. «Я знаю, что в прошлом тебя приводили в это царство как трупного медведя, духовного зверя-человека. Ты ведь пришел к пагоде подавления демонов и помогал мне надежде использовать обратный духовный поток, чтобы вернуться в царство духов, не так ли? Однако, уровень твоей культивации намного ниже стадии божественной трансформации.
Даже если ты воспользуешься им, пространственные силы разорвут тебя в клочья. И как ты догадался, что я знаю, где находится обратный поток? Трупсюн слегка улыбнулся и сказал: «Мадам, должно быть, шутит. Я был духовным зверем, потому что я еще не разбудил свое сознание. И не беспокойтесь о том, что я не смогу пройти через духовный поток. Я потратил бесчисленное количество лет на подготовку, так что у меня есть метод. Кроме того, как наложница великого короля демонов Тянькуй может не знать о местонахождении обратного духовного потока». Лун Мэн фыркнула и сказала прямо: «Ты переоцениваешь меня. По правде говоря, я смогу найти обратный духовный поток только после того, как полностью восстановлю свое старое тело. Так что и не думай о побеге сейчас». Трупсюн улыбнулся и сразу ответил: «Если я выполню все ваши желания, вы согласитесь проводить меня в царство духов. Я, естественно, сделаю все возможное, что в моих силах. Это будет замечательно. Будь моим защитником». Лун Мэн с удовлетворением кивнула. Сделав жест заклинания, тело Лун Мэн вспыхнуло серебряным светом. В тот же момент Хань Ли также предпринял действие по просьбе Даосиста Цзы. Он взмахнул рукой, выпустив несколько потоков божественной дьявольской молнии, рассеяв облака демонической ци. Когда огромный волк столкнулся с совместной атакой культиваторов, из огромных облаков демонической ци стали непрерывно высвобождаться потоки лучей черного света, оттесняя желтую ци горы и другие атаки. Демоническая ци теперь распространилась на более половины территории, окружив большинство присутствующих. Внезапно каменные столбы засветились ярким светом и загудели. На каждой каменной колонне появились древние талисманные символы и стали неистово дрожать. Эта сцена вызывала удивление как у демонов, так и у людей. При виде это лицо Даосиста Цзы стало мрачным. Хотя он не слышал беседу Лун Мэн и Трупа Сюна, он мог догадаться, что должно было произойти что-то ужасное. Стиснув зубы, он подбросил барабан, заставив его парить в воздухе. Затем он резко закричал: «Господин Даосист Хейда, что ты делаешь? Скорее, брось это, иначе нас ждет великое бедствие».